只要我能在你的全力攻击之下坚持1炷香的时间，我和武童的大婚。 Как мы говорили ранее, Хо Юйхао вызвал на бой 10 титулованных империй Солнца и Луны. Но это еще цветочки. Когда он был на 95-м ранге, он сразился с несколькими титулованными и лично наблюдал битву пиковых предельных титулованных 99 уровня. Именно тогда он совершит новый прорыв. Тело Е Сишуй было полностью уничтожено, и от нее осталась лишь душа. Сюй Тяньрань, Цзюй Цзы и более 20 духовных инженеров 9 класса окружили ее. Лун Сяо Яо попытался спасти Е Сишуй, но сам попал в ловушку и получил тяжелейшие ранения от духовных инструментов 10 класса божественного уровня. В последний момент появился Хо Юйхао. Лун Сяо Яо и Е Сишуй начали передавать свою чистую силу души Хо Юйхао и Тан Утун. За 15 минут они достигли 96 уровня, еще через час. 97-го, а спустя 2 часа. 98-го. Всего за 4 часа их культивация выросла настолько, что им пришлось разомкнуть руки, сила слияния. Хаодун стала слишком мощной, чтобы они могли ее контролировать. Именно тогда Хо Юйхао понял настоящую силу Луна Сяо Яо и Е Сишуй. Даже объединившись, он и Тан Утун, скорее всего, не смогли бы победить любого из этих двух предельных титулованных. Голос Лун Сяо Яо прозвучал в духовном море Хо Юйхао. Он объяснил, что создает основу для 3-го духовного ядра. Первое ядро находилось во лбу, второе – в груди, а 3-е должно сформироваться в дантяне. Оно должно быть пространственного типа и иметь крайне сложную структуру. Хо Юйхао постепенно понял схему формирования ядра. Процесс оказался намного сложнее, чем он представлял. 3-е ядро начало медленно формироваться. У Тан Утун все было иначе. Ее первое духовное ядро уже находилось в дантяне, второе – во лбу, поэтому 3-е могло появиться только в груди. Однако именно там 2 силы души сталкивались, создавая огромный водоворот. Лун Сяо Яо и Е Сишуй нашли решение. Лун Сяо Яо держал Тан Утун за руки спереди, а Е Сишуй помогала сзади, постепенно перемещая духовное ядро из дантяня к груди. Е Сишуй тихо рассмеялась. «Никогда не думала, что однажды мы с тобой вместе сделаем что-то хорошее». Это чувство действительно удивительно спокойное. Тем временем Хо Юйхао чувствовал изменения внутри своего тела. Первые 2 духовных ядра уже были полностью насыщены, а 3-е оставалось запечатанным. Лун Сяо Яо специально установил печать, чтобы предотвратить любые проблемы. Сила предельного титулованного была настолько огромной, что Хо Юйхао не мог поглотить ее целиком. Оставшаяся энергия сжималась и накапливалась в дантяне, постепенно становясь основой 3-го духовного ядра. Для Лун Сяо Яо и Е Сишуй это был беспрецедентный эксперимент. Никто прежде не создавал 3-е духовное ядро. Даже Тан Сан 10 тысяч лет назад сформировал только 2-е, используя метод взаимодополнения инь и янь. Любая ошибка могла стоить Хо Юйхао и Тан Утун жизни. К счастью, состояние Тан Утун стабилизировалось очень быстро. Ее энергетические каналы были чистыми, а контроль над силой – превосходным. Когда Лун Сяо Яо вернулся к Хо Юйхао и передал ему оставшуюся силу, водоворот энергии постепенно увеличился, а затем сжался в абсолютно чистую белую энергию. Белая энергия не имела определенного элемента. Позже Юйхао должен был придать ей свои свойства. Наконец, последняя капля силы вошла в его тело. Хо Юйхао открыл глаза и увидел Лун Сяо Яо. Старейшина выглядел намного старше, его лицо покрывали глубокие морщины. Тело Е Сишуй уже превратилось в едва заметную тень. «Старейшина Лун, вы в порядке?» Лун Сяо Яо спокойно улыбнулся. «Я прекрасно себя чувствую. Более того, сейчас мне даже лучше. Передав тебе всю свою силу, я избавился от всех сомнений и сожалений. Единственный человек, которого я когда-либо подвел. Твой учитель. Теперь я наконец расплатился с этим долгом». Он велел Хо Юйхао сначала научиться контролировать новую силу, а затем медленно заняться 3-м духовным ядром. Спешить нельзя. Для него правильным путем станет именно пространство. Хо Юйхао и Тан Утун также должны помогать друг другу. Надеюсь, вы станете первыми людьми в истории, у которых будет по 3 духовных ядра. Хо Юйхао спросил: «У вас осталось последнее желание?» Лун Сяо Яо покачал головой. «Нет, я покидаю этот мир и, наконец, свободен. Если есть следующая жизнь, я хочу, чтобы мы с Е Сишуй стали обычными людьми и просто жили вместе». Он позвал Е Сишуй, и ее слабая тень слилась с его телом.
Поднялся легкий ветер. Тело Луна Сяояо превратилось в бесчисленные бабочки, которые постепенно рассеялись прахом. В небо поднялись лишь несколько черных и золотых лучей. Хо Юйхао и Тан Утун молча смотрели им вслед. Какими бы ни были их ошибки в прошлом, Лун Сяояо и Е Сишуй оставались двумя сильнейшими людьми своего времени и передали все свое наследие молодому поколению. Тан Утун тяжело сказала: «Два предельных титулованных просто покинули этот мир. Не переживай», — улыбнулся Хо Юйхао. «Скоро мы тоже станем предельными титулованными. Я уверен в этом, пока ты рядом со мной». Тан Утун объяснила, что ее положение даже немного лучше, чем у Юйхао, поскольку боевой дух Сияющего Феникса Е Сишуй относится к свету и идеально сочетается с ее силой. Однако Тан Утун с сожалением заметила: «Похоже, мы больше не сможем использовать силу Хаадун». Хо Юйхао объяснил, что они уже приблизились к абсолютной вершине мира, но по-прежнему могут использовать навыки слияния. Вместо нападения на Сюй Тиньраня, сейчас он предложил проверить их новую силу в другом месте. Сейчас Сияющий город находился в полной боевой готовности, но перед смертью Лун Сяо Йо передал Хо Юйхао карту-штаб квартиры Церкви Святого Духа и разрешил поступить с ней как угодно. Теперь, когда Лун Сяо, Яо и Е Сишуй ушли, сильнейшим человеком Церкви Святого Духа оставался Чжун Ли Ву, тот, кого Хо Юйхао уже побеждал раньше. Хо Юйхао и Тан Утун отправились в лес злых демонов. По пути они обнаружили, что теперь способны двигаться с невероятной скоростью, почти не расходуя силу души, словно управляя самим пространством. Хо Юйхао предположил, что их мощь уже приблизилась к уровню предельного титулованного, но Тан Утун заметила, что настоящий предельный титулованный отличается не только культивацией, у него есть собственные уникальные способности и глубокое понимание мира. Пока они не достигнут такого понимания, назвать себя настоящими предельными титулованными они не могут. Вскоре они прибыли в лес злых демонов, где деревья были черными, а жили самые опасные духовные звери Империи Солнца и Луны. Хо Юйхао распространил духовное обнаружение и обнаружил под землей огромный дворец. Там находилось почти 1000 человек, из которых около 200 обладали значительной силой. Среди них Хо Юйхао заметил Чжун Ли Ву, Фэн Лин и Наньгун Вань. Это был настоящий штаб Церкви Святого Духа. Чжун Ли Ву узнал, что от Верховного Старейшины пока нет новостей, и решил больше не ждать ее возвращения. Он хотел как можно скорее вывести людей из штаба. Но внезапно он и Фэн Лин одновременно почувствовали чудовищное давление с неба. Чжун Ли Ву приказал активировать защитный барьер. Фэн Лин попыталась отправить сигнал бедствия, но с неба обрушился белый свет и пробил барьер. Это был специальный стационарный снаряд 9-го класса секты Тан. Тот самый, который Хо Юйхао ранее использовал против барьера Императорского дворца Империи Солнца и Луны. Взрыв полностью уничтожил территорию штаба, убив множество слабых членов Церкви Святого Духа. Затем температура резко упала. С неба посыпался лед и появился Хо Юйхао.